Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Анне Щербаковой поставили не ту музыку, но она вышла из положения. Алину Загитову объявили как Камила Валиева на боксерском поединке. Камила Валиева рассказала о том, чтобы попробовать себя в другом виде спорта. Как прошел День московского спорта с участием фигуристок в этом выпуске. Алина Загитова дебютировала на боксерском ринге в рамках Дня московского спорта в Лужниках. Она прекрасно справилась с поединком против настоящего мастера бокса Олега Саитова и восхитила зрителей красивым боем. Но яркий дебют Алины в боксе подпортил ведущий мероприятия, перепутав Загитову с другой олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой. Я думаю, что вы для кого-нибудь секретов ее ждете. Итак, встречайте, российская фигуристка раз, выступающая в нашем канале. Олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка Европы, чемпионка мира, обладательница всех возможных наград. Дамы и господа, легенды, встречайте, Камила Валиева! Алину это не смутило, и она достойно себя повела, не стала возмущаться. Вместо нее это сделали зрители, а сама спортсменка четко выполнила поставленную задачу и очаровала своего соперника. Алина Загитова вступила в мир бокса совсем недавно. О новом увлечении она рассказала в соцсетях в конце мая, выложив видео с тренировки. Фигуристка уверенно выполняла специальные упражнения и с удовольствием отрабатывала удары с тренером. В боксерских перчатках она из милой девушки преобразилась в грозную воительницу, готовую дать отпор любому противнику. В ее взгляде отчетливо читалась решительность и отвага. Чувствовалось, что новым для себя спортом она занимается серьезно. Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое. Бокс как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь. И я очень рада, что департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании – это настоящие бойцы. Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде, цитировали Загитову РИА Новости Спорт. День поединка с Саитовым выдался у Алины довольно хлопотным. Я уже сдала с утра экзамен по праву, сдала его на 5. Между прочим, это был мой последний экзамен, поэтому летнюю сессию я закрыла. И сейчас я пришла в Лужники на Московский день спорта. Поэтому занимайтесь спортом, друзья. Приходите сюда, здесь очень интересно, рассказывала Загитова в своем телеграме. Прежде чем надеть боксерские перчатки, Алина Загитова и Олег Саитов провели энергичную разминку. Под халатом на Алине оказался симпатичный черный спортивный костюм из шорт и футболки. После разминки фигуристка надела белые боксерские перчатки и потренировалась наносить удары. Сам бой оставался на десерт, объяснив перед схваткой, что подтолкнуло ее заниматься боксом. Алина уверена, что ни женского спорта не существует, нужно выбирать то, что тебе нравится. Это помогает мне поддерживать физическую форму, потому что в боксе есть все, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений. Поэтому я решила, что бокс тот вид спорта, который мне нужен для поддержки формы. Вы сказали, что бокс не очень совместим с женщинами, но я смотрел Олимпиаду, где был женский хоккей. Могу сказать, что нет никаких преград. Тем более мы все равны, каждый выбирает для себя вид спорта, который нужен и в котором чувствует себя прекрасно, поделилась Загитова. Поединок Алины с Саитовым получился интересным, но нисколько не страшным. Все переживания, что фигуристка может получить травму, оказались беспочвенны. Алина и Олег дрались не ради победы, а ради красивого действа. Слаженные и точные движения обоих превратили их схватку в некое представление на ринге. После боя Саитов подарил олимпийской чемпионке большой букет, а она поведала о сложностях, с которыми столкнулась на первых тренировках по боксу. После первой тренировки, хотя она и не была такой сложной, просто втягивающей, я поняла, что у меня болят мышцы, которые я не думала, что у меня есть. Поэтому развиваю все свое тело. Естественно, это вообще кардинально разный спорт, нежели фигурное катание. Поэтому для меня все было абсолютно новым, призналась Загитова. А вот олимпийская чемпионка Анна Щербакова провела мастер-класс по брейк-дансу в рамках все того же Дня московского спорта в Лужниках. Несмотря на изнуряющую жару, фигуристка зажгла на открытой площадке. Партнером звезды фигурки стал участник шоу «Танцы» Антон Танский, который также был ведущим мероприятия. На меня стали подписываться фанаты Анны. Олимпийские плюшечки летят в мою сторону, хвастался Танский перед танцевальной тренировкой. Возможно, я могу вас чему-то научить на коньках, а здесь скорее учить будут меня, взяла слово Щербакова. Зрители ждали от фигуристки брейк-данса, но на сцене неожиданно включилась Макарена, и Аня начала повторять движения за танцором. На брейк это было не похоже, но выглядело все равно эффектно.
Спустя пару минут случилась Макарена номер 2, на этот раз вместе с массовкой. На сцену выскочили дети, которые с разной степенью успеха повторяли движения за танцором и фигуристкой. Ребята раскачали лужники. После окончания хорео импровизации танцор и фигуристка блеснули коронными элементами. Антон постоял на руках, а Анна идеально скрутила напольную версию двойного акселя. С удовольствием останусь посмотреть на настоящих профессионалов. Хочу сказать всем, кто не является профессионалом в каком-либо виде спорта, приобщайтесь к спорту. Это было круто. «Всем спасибо», – сказала Щербакова после мероприятия, объявив, что останется смотреть финал турнира по брейк-дансу. Также Анна нашла время на то, чтобы ответить на вопросы собравшихся журналистов. «Аня, как ваши ощущения от сегодня? Здесь очень классная атмосфера, огромное количество разных площадок, все очень доступно. Хотелось попробовать что-то новое, просто привлечь людей к этому. Повеселились, можно сказать. Как я поняла, в любой непонятной ситуации можно прыгать дупель. Поэтому была непонятная ситуация, и я прыгнула дупель», – смеясь сказала Аня. «Аня, а почему вы выбрали брейк-данс? У меня младшая сестра занимается хип-хопом, но там есть и брейк-данс. Ходила на ее выступление, прикольно выглядела, решила попробовать. А что для вас было самым сложным?» «Не могу сказать, что я сегодня настоящий брейк-данс пробовала. Скорее, веселая пауза, в которой я поучаствовала. Возможно, в будущем обязательно попробую сходить на занятия по брейк-дансу». «Аня, как вам сегодняшняя атмосфера?» «Очень классно. Все поддерживают. Я пришла, когда был баттл по брейк-дансу. Ребята очень классно танцуют, прям завораживают. Настоящие профессионалы. Очень многие пришли меня поддержать. Это было очень приятно». «Какие планы на ближайший месяц?» «Сейчас я в Новогорске, тренируюсь, готовлюсь к шоу, чтобы прийти в форму и радовать зрителей в шоу». «Аня, про программы уже можно спрашивать?» «Пока еще нет», – сказала Щербакова. Камила Валиева приняла участие в секции фитнеса. Ее тренировка была запланирована после мастер-класса серебряного призера 2016 года по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой. Конечно, совместное фото спортсменки тоже сделали. Занятие с Валиевой продлилось около получаса. Особое внимание олимпийская чемпионка уделила разминке. Упражнения повторяли даже мама Камилы, расположившаяся в последнем ряду. Несмотря на то, что на мастер-класс допустили немного людей, болельщикам удалось прорваться к Камиле. Фигуристки подарили цветы и поблагодарили за тренировку. Планы на предстоящий сезон – выходить на старты, радовать себя, зрителей, тренеров и судей тоже новыми программами. Мы уже вышли на лед в Новогорске. Я восстановила все каскады, начинаю восстанавливать четверные. Прошли уже 2 недели сборов, мы уже более-менее в форме. Про новые программы не расскажу, это секрет», – сказала Валиева. Также Камила поделилась впечатлениями от роли Настеньки в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое пройдет в июле в Сочи. Ледовое шоу довольно интересный опыт. Я буду кататься одна и в паре с Димой Соловьевым. Там много поддержек всяких. После первой тренировки у меня был страх, поддержки, но затем все прошло. «Камила, вы очень профессионально вели тренировку. Такое ощущение, что готовы даже завтра выйти и работать по этой специальности. Мы же профессиональные спортсмены, должны соблюдать технику тренировок. Я старалась делать все сама, чтобы мышцы укреплялись правильно, а не как попало». «Сложная ли была тренировка сегодня, Камила?» «Все хорошо шло, еще долго бы вела тренировку, еще много упражнений, которые я хотела бы показать», – улыбаясь, сказала Камила. «А как вы выбирали упражнения?» «Очень просто. Я делала свою тренировку, мне нужно укреплять ноги. Это самое главное, спину и живот, плюс маленькие прыжочки для укрепления коленей в разную сторону». «Камила, как вам сегодняшние ученики?» «Такие хорошие все, трудолюбивые. Сегодня была даже моя мама. Я немного удивлена. А как вам идея меняться видами спорта? Почему бы и нет? Я люблю что-то новое». «Камила, попробовали бы себя в других видах спорта?» «Конечно, в Новогорске ходили на легкую атлетику, прыгали с шестом, прыгали в длину и бросали копья. Попробовала бы еще что-нибудь с удовольствием. Бокс? Не знаю, может быть. Даже если заниматься просто для себя, это хорошие тренировки. Я бы хотела дополнительную тренировку по боксу, чтобы удержать себя в тонусе», – сказала Валиева.